100 лет назад на Южном Кавказе существовала концепция единого государства, или же союза нескольких государств. Данная идея почти воплотилась в жизнь, но в силу тяжелой геополитической ситуации, а также нестабильности на этих землях в целом, союзу не суждено было сбыться. Насколько возможно такое объединение в наши дни, и каким бы оно было? В этом видео мы попытаемся ответить на данный вызов, учитывая нынешнюю действительность, а также ознакомимся с показателями экономики и населения. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. Под видео можете написать, какую тему вам бы хотелось увидеть в дальнейшем на этом канале. А мы начинаем. – 1918 год. На землях бывшего российского государства господствует хаос. Власть на местах меняется чаще, чем люди успевают запомнить название той политической силы, что сейчас ведет их в светлое будущее. Национальные меньшинства создают или восстанавливают свои государственные институты с целью получения большей автономии или полного отделения. Так в Тифлисе был созван Закавказский Сейм, председателем становится Николос Чхеидзе. Было объявлено о создании Закавказской Демократической Федеративной Республики, некий союз и объединение наций, живущих на Южном Кавказе. Но с самого начала все не заладилось, так как на местах осуществлялись этнические чистки между армянами и азербайджанцами. Это значительно замедляло действия молодого государства, и вместо того, чтобы заниматься созданием жизненно необходимых ведомств для слаженной деятельности и улучшения своих позиций, Закавказский Сейм выяснял, где чья земля, и пытался остановить взаимную ненависть. Ситуация усугубилась тем, что османы видели в новом государстве легкую добычу, а потому без объявления войны начали наступление, выдвигая за ультиматумом ультиматум. Тут в ход пошла большая политика. Так как наступление велось с запада, то азербайджанцы не участвовали в боевых действиях. Помимо этого, даже велись обсуждения вхождения Азербайджана в состав Османского государства, после того, как последние захватят Южный Кавказ. Это внесло дополнительное непонимание между союзниками, так как азербайджанцы логично не хотели воевать с близкой для себя нацией, хотя входили в союз с теми, кого эта нация атакует. Помимо этого, у них не было ни малейшего желания оказывать помощь армянам, ведь с ними также был конфликт. В общем, союз более не имел смысла, и потому каждое из государств пошло самостоятельным путем. Но, как оказалось позже, османы лишь использовали азербайджанцев в своих целях для ослабления и без того нестабильного молодого государства на Южном Кавказе. Уже спустя 2 года большевики захватят Баку, и в этом им активно будут помогать турки. Все дело в том, что они заключили соглашение с коммунистами, где поделили земли Южного Кавказа и выступали в качестве союзников. В том же 1920-м будет захвачена Армения, а на следующий год падет и Тбилиси. Все земли Закавказской республики вошли в состав Советского Союза. Помимо западных грузинских и армянских областей, их коммунисты отдали Турции в обмен на помощь. Спустя 70 лет Южный Кавказ снова стал независим, а идея объединения опять возможна. Давайте узнаем, каким бы был этот союз, если бы это случилось в 2021 году. Гипотетическое государство населяли бы более 17 миллионов человек, что позволило бы занять 70-ю позицию на фоне остальных государств. Это больше, чем население Бельгии, но немного меньше, чем у Казахстана. Что же касается площади, то она бы составила около 186 тысяч квадратных километров. Это уже почти Беларусь и больше, чем Тунис. Ввиду того, что между Азербайджаном и Арменией последние десятилетия случаются войны и боевые столкновения, эти два государства довольно много денег отдают на военный бюджет, а также имеют внушительную численность войска, как для относительно небольшого населения. Но в нашей гипотетической действительности, если бы Южный Кавказ был един, то по количеству солдат на службе он бы вошел в топ-25 планеты, оставив позади многих, в том числе Италию, Испанию и Польшу.
Каждая из стран не так давно активно участвовала в войнах, а потому военный потенциал здесь довольно внушителен. С экономикой все немного сложнее, но объединив усилия, Южно-Кавказскому союзу удалось бы обогнать Беларусь по номинальному ВВП. Хотя позиция все еще выглядит не очень внушительно. Основной вклад в экономику вносил бы Азербайджан, учитывая обильную добычу нефти и газа. Но когда мы высчитаем ВВП на душу населения, то окажется, что сейчас обычный житель каждого из государств плюс-минус находится в одинаковых условиях. А потому с позиции улучшения жизни для людей, населяющих Южный Кавказ, после объединения мало что изменится. 110 место и соседство с Албанией и Монголией. Этническая композиция возможного союзного блока выглядела бы так. Если учитывать официальную статистику, то большинство населения составили азербайджанцы. 2 человека из 5 были бы грузины или армяне, а все остальные нации в сумме насчитывали чуть менее 5%. Также большая часть жителей Южного Кавказа – это мусульмане, около 60%, остальные – христиане. Имеется также около 1% атеистов или язычников. Самым многочисленным населенным пунктом стал бы Баку с населением более 2 миллионов человек. Тбилиси и Ереван также являются миллионниками, но значительно уступают по численности. Всего же на Южном Кавказе имеется 10 городов с населением более 100 тысяч человек. Думаю, что нужно было бы задуматься о столице, и тут очевидно Баку мог бы выполнять эту функцию. Но минусом является его отдаленность от остальных частей возможного объединения. Наиболее выгодное географическое положение у Тбилиси, собственно он и был столицей Закавказской республики 100 лет назад. Или же вообще можно было вынести властные кабинеты в небольшой городок типа Гянджи. В случае же федерации каждая из столиц могла бы оставить за собой влияние на местах, а общее правительство меняло бы место заседания, как это бывает на саммитах. Ну и сейчас, когда мы ознакомились с тем, как бы выглядел объединенный Южный Кавказ, стоит задуматься, а насколько это вообще возможно. Ситуация в наши дни во многом похожа на ту, что была 100 лет назад. В геополитике Кавказ имеет не меньшее значение, чем Балканы или Ближний Восток, а потому небольшие государства испытывают на себе неизбежное влияние более сильных соседей. Сейчас это место напоминает плотный узел союзов, где конечной целью каждого является баланс. Объединившись, Азербайджан, Грузия и Армения составили бы цельную единицу, что в одночасье улучшило бы позиции одного союзного гегемона и в тот же момент обнулило влияние остальных. Но так как никто не может знать точно, какой из соседей получит подобные бенефиты, всем выгодна та ситуация, что есть сейчас. К тому же в каждом из этих государств находятся российские военные, где-то по взаимному соглашению, где-то в виде оккупационных сил. И шанс на то, что подобное объединение не случится под эгидой Москвы, возможно вызовет новые боевые столкновения и конфликты. Последнее всячески пытается оставить за собой позицию наблюдателя, попутно снабжая войсковые соединения и Армении, и Азербайджана. Потому что только конфликт между государствами Южного Кавказа позволяет выступать в качестве судьи и оказывать влияние на обоих участников. Это наиболее выгодное положение из всех возможных. США и Турция имеют на Кавказе куда меньшее влияние, а потому их помощь является довольно условной. Подводя итоги, можно сказать, что подобное объединение, хотя и является возможным, но только в условиях наличия гигантской политической воли, а также отказа от своих мелких локальных желаний в угоду большему общему делу, чего на сегодняшний день не наблюдается. Взаимопомощь и осознание геополитической ситуации значительно увеличило бы шансы на выживание, ведь эти небольшие государства зажаты между куда более сильными и влиятельными соседями. Гипотетический союз позволил бы достигнуть населения Казахстана и военной мощи, сопоставимой со многими большими государствами. 100 лет назад неумение или нежелание найти общий язык поспособствовало ослаблению и полной оккупации Южного Кавказа большевиками. А что думаете вы по поводу возможности такого союза? Оставляйте свое мнение под видео и не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть дальнейшие выпуски. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.